Приветствую всех на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Совсем недавно, 3 недели назад, я вам показывала, как вот на этих своих реанимашках применяю средства для корнеобразования с целью нарастить корни. И смотрите, как все сработало. На старых корнях пошли расти новые корешки, я бы сказала, стали расти просто как на дрожжах. И как много растет корней. Вот еще на старом корешке растет новый корешок. Где-то еще видела, а в самом горшке кончики начали расти. Вот видите, орхидеюшка проснулась. Вот. И пошла в стадию роста. Вот такой замечательный эффект, а это средство называется циркон. Про применение этого средства, про дозировки, все подробно у меня есть на канале отдельное видео. И вот 3 недели назад я показывала, как применяю вот это средство на вот этих своих орхидеях. Ну и как всегда, чтобы не просто рассказывать и показывать средства, а показать, как применять и результат, вот сегодня вам показываю результат его применения. После этого видео я обязательно оставлю ссылочку на то видео в описании под видео, а также прямую ссылочку оставлю. Переходите, обязательно посмотрите про применение циркона для орхидей. И у кого есть вопросы корнеобразования, мне такие вопросы писали в комментариях и под последними видео, что же делать, если нет корней? Как нарастить новые корни? Попробуйте, примените вот это средство циркон, оно меня выручает уже не в первый раз. И вот смотрите, на этой орхидейке показала. То же самое на этой моей орхидеюшке, которую мне отдали. Вот смотрите, видите, старый корень, а на нем раз, новый корень. Вот растет второй новый корень. Вот также на старом корне растет новый корень. Кроме того, третья орхидеюшка из этих же реанимашек, из этой группы орхидей, которые мне отдали. Вот смотрите, на старом корне, прямо в самом горшочке, начал расти новый корешок. И если ее покрутить, вот здесь, смотрите, также был старый корень, он закуклился, видите, он там черное было. А теперь вот нарос совсем маленький новый корешок. И вот в самом грунте, опять же, растут вот эти салатовые кончики. То есть на орхидеях все сработало в очередной раз. Вот такое замечательное средство с целью корнеобразования. Вот это то, что касается орхидей, которые уже посажены и сейчас растут в грунте. Кстати, следующим моим этапом будет это их пересадка. Покажу чуть позже в следующих видео. А теперь давайте перейдем и проведем процедуру вот на этих моих реанимашках, которые стоят в тепличках. Вот на этой орхидее я также проводила эту процедуру в прошлый раз. Применять циркон, напомню, можно 1 раз в 3 недели, не чаще. Так как у меня как раз этот срок уже прошел, то можно повторно применить. Сейчас вам покажу, какой на данный момент есть результат. Так, она у меня стоит. Зато, несмотря на то, что вот этот листик у меня скоро отвалится, видите, он не гниет, он правильно сохнет. Он сохнет с кончика, и вот этот вот, видите, уже видно, что оно сухое-сухое. То есть просто орхидейка с этого листа тянет все силы, питательные вещества. Это нормально, что она так его желтит. Но в то же время, смотрите, растет второй корешок. Кроме того, у этой орхидейки вот что-то появилось зелененькое рядышком растет. И вот корни. Сейчас покажу внимательнее. Вот маленький корешок зелененький тоже здесь виден. Сегодня повторно замочу эту орхидею в растворе циркона. Кроме того, вот эти мои орхидеюшки, это не реанимашки, это детки, которые у меня стоят для наращивания корней. Здесь у меня 2 детки. Одна уже, наверное, так у меня стоит давно. Сейчас покажу. Таким образом. Да, вот эта новая детка, вот это у меня стоит таким образом давно. И в прошлый раз я ее также замачивала в цирконе. И смотрите, после замачивания в цирконе, вот у нее пошел расти новый маленький корешок. Даже 2. Видите, 2 корешка. Второй только проклевывается. Тоже повторно сегодня эту детку замочу в растворе циркона. А вот эту детку мы отсоединили совсем недавно.
Поставили тоже по такой же системе наращивать корни над водой. Вот они у меня стоят, потому что на эту листву этих корней недостаточно. И если я посажу, а такой опыт у меня уже был вот с этой деткой, когда я ее посадила, а корней недостаточно, она начала терять тургор. Сейчас у нее хороший тургор, а там она уже начала его терять. И так как у этой орхидейки будет недостаточно корней, если я ее сейчас таким образом посажу, я ее поставила опять же наращивать корни. И поэтому их я также сегодня вместе вот с этой орхидеюшкой замочу в растворе циркона. Сейчас для приготовления раствора циркона нам понадобится водичка, обязательно кипяченая вода. Это уже водичка прохладненькая, одна у меня остыла. И по инструкции мы используем 1 мл. Здесь такая ампулка, еще раз покажу, на 1 мл. Один вот этот миллилитр идет на 10 литров воды. Мне столько не надо, я уже отмерила, здесь у меня ровно литр, поэтому отсюда я возьму 0,1 миллилитра. Лучше всего, конечно, опять же инсулиновый шприц, потому что у него очень мелкие деления, и им удобно набирать и отмерять. Так, сейчас проверяем. Ну вот, смотрите, я набрала 0,1 миллилитра, выливаем и перемешиваем. Переборщить с этим средством не есть хорошо, поэтому аккуратно отмеряйте, чтобы дозировки совпадали. Все, убираем это средство. Так, и теперь берем наши реанимашки. Ну вот сначала беру самую большую вот эту реанимашку, и вот таким образом ее надо разместить над водой. Но шейку я не опускаю в воду, и вот на этом одном листочке она у меня будет держаться и впитывать вот этот раствор циркона. Далее берем вторую мою реанимашку, вот эту же орхидеюшку, которая один раз уже замачивалась в этом растворе, и я ее просто посажу вот этим одним корешком в водичку, а так она у меня держится на той реанимашке. И вот еще одна моя детка, которую также попробую держать на листике, чтобы она держалась. Да, все. Вот она держится на листике, и вон корешок ее тоже, вон видно, в водичке находится. И вот таким образом я ставлю их постоять где-то 10-15 минут. Эту процедуру лучше всего проводить ранним утром. Для того, чтобы средство более эффективно сработало, циркону необходим солнечный свет. Не прямые солнечные лучи, но чтобы было светло. Поэтому проводим утром такую процедуру, после чего оставляем орхидейки стоять на целый день в светлом месте, чтобы циркон работал, чтобы циркон действовал. Вот эти мои теплички такие, одна и вторая. После обработки я верну орхидеи, поставлю опять же над водой, простой водичкой, в которой они стояли, и оставлю стоять здесь у меня на светлом месте, и только вечером верну их на полочку. У меня прошло 15 минут, вот видите, как эти корни вот так размещены у меня в водичке были, но при этом шейки находились не в воде. И размещаем опять же на их постоянное местонахождение, в эти теплички. Всаживаем первую орхидейку на вот эту ступенечку, чтобы шейка была не в воде, но корень был в воде. Вторую орхидеюшку таким же образом. Так, мы усаживаем. Так. У нее тоже один корешок над водой находится. И вот эту орхидейку также мы возвращаем в ее тепличку. Я думаю, что вот этот лист у меня совсем-совсем скоро отвалится, но в то же время будет вот этот листик. Ну и я думаю, как только увижу, что корни пошли в рост, что появился, пророс новый корень, либо на старых появятся новые корни, тогда сразу будет идти разговором о том, чтобы ее посадить уже в грунт. Я сразу думала, что не будет листов, и когда этот лист отвалится, я ее посажу как пенек и получу на ней детку. Но вижу, пошел растить лист. Значит, уже не пенек. Так, ставлю этот стаканчик, я его сюда ставлю, чтобы орхидейка не намочить ей шейку. Вот так, чтобы только корни были в водичке, а сама шейка была не в водичке. Вот таким образом тоже. И у нее такая полутепличка. Я ее закрываю только наполовинку пищевой пленкой. Тот лист не укрываю, полного вакуума не создаю. Вот это вот таким образом у меня хранится. Вот эти орхидейки у меня стоят по принципу полной теплички. Их я закрываю, но в этой пищевой пленке сверху есть дырочки. Все-таки так, вот таким образом.
Вот такое отличное средство для корнеобразования. Очень советую, перейдите, посмотрите полное подробное видео именно про циркон, про его применение. Ссылочку сейчас оставлю в описании под видео, а также прямой переход поставлю в конце видео. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!